Солнечным летним днем десятилетняя девочка вышла на прогулку. Она обещала вернуться домой к ужину, но больше ее никто не видел. Никаких улик, никаких зацепок, никаких свидетелей. Эта история остается загадкой на протяжении 60 лет. Десятилетняя Мэри Энн Вердеки жила со своей тетей по материнской линии Рут Райли и двоюродными братьями. Когда девочке исполнилось 6 лет, ее мать Мэрилин сбежала с очередным любовником в другой штат. С тех пор женщина изредка выходила на связь. Жизнь дочери ее практически не интересовала. Отец Мэри Энн, Джозеф, проживал в том же городе, неподалеку от дома Рут. Но он, так же как и Мэрилин, практически не участвовал в воспитании дочери, но поддерживал связь по телефону. Ранние годы Мэри Энн были наполнены хаосом. После развода родителей, который состоялся в 1957 году, девочка практически сразу оказалась на попечении своей тети Рут. Ни один из родителей не был в состоянии выполнять свои обязанности и, по всей видимости, не стремился к этому. Мэри Энн была рада, когда ее забрала тетя Рут. У них сложились прекрасные отношения. Проживая с тетей и братьями, Мэри Энн наконец-то почувствовала, что такое любящая семья. Девочке выделили комнату, которую разрешили украсить по своему вкусу. Раньше она могла только мечтать об этом. Мэри Энн хорошо училась в школе. Учителя говорили, что она была послушна и хорошо воспитана, но ее нельзя было назвать тихоней. Девочка была общительной, любила веселиться и со всеми находила общий язык. 7 июня 1962 года Мэри Энн вернулась домой из школы, переоделась, пообедала с тетей Рут и отправилась гулять. Она пообещала, что вернется домой к ужину. Девочка отправилась к подруге, чтобы позвать ее гулять на улицу, но та отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Мэри Энн не расстроилась, она пошла дальше по улице. У нее было много друзей в том районе, где она жила. Причем среди них были и взрослые. Например, девочка любила навещать Мэри Аданик, владелицу бара «Бельведер» на улице Баум. Каждый раз, когда Мэри Энн проходила мимо заведения и видела миссис Аданик, она стучала в окно и махала рукой. Иногда она останавливалась, чтобы поболтать с женщиной. Владелица бара говорила, что девочка была очень умной, общительной и самостоятельной. В тот день, 7 июня, сценарий повторился. Мэри Энн постучала в окно бара. Улыбаясь, помахала рукой миссис Аданик и пошла дальше в сторону апартаментов Аданик. Там жила женщина, которую девочка периодически навещала. Она помогала ей по дому и иногда ходила за покупками. Войдя в многоквартирный дом, Мэри Энн вскоре вышла, сходила в магазин и в 14:54 снова вернулась в здание. Это был последний раз, когда ее видели. Время близилось к 6 часам вечера, когда Рут Райли начала беспокоиться. Раньше ее племянница никогда не задерживалась. Женщина не хотела поднимать панику и решила еще немного подождать. Она предположила, что Мэри Энн могла задержаться у кого-то на ужин, и просто забыла позвонить, чтобы предупредить ее. С каждой минутой ожидания волнение Рут возрастало. Она позвонила своему сыну Патрику, который работал в университете Питтсбурга, и рассказала, что Мэри Энн не пришла вовремя домой. Парня эта информация взволновала, так как он знал, что девочка обязательно предупредила бы его мать, если бы где-то задерживалась. Он тут же ушел с работы, отправился домой и вместе с Рут стал обзванивать всех друзей и знакомых Мэри Энн. Не добившись положительного результата, Патрик отправился на улицу и прошел по местам, где обычно гуляла Мэри Энн. По пути он спрашивал у прохожих, не видели ли они девочку. Не найдя свою кузину, в 10 часов вечера Патрик обратился в полицию. На заявление о пропаже 10-летней девочки правоохранительные органы отреагировали быстро. Первым делом они тщательно обыскали весь район, но девочку так и не нашли. После 12 часов ночи полицейские расширили район поиска и попросили подмогу. К ним присоединилось 75 сотрудников и 30 обученных собак. Поиски продолжались всю ночь. Утром к полицейским присоединились неравнодушные жители города. Несколько сотен людей искали Мэри Энн. Днем 8 июня на земле у входа в зоопарк на территории Хейдленд-парк был найден небольшой браслет из жемчуга и янтаря. Рут подтвердила, что ее племянница носила такой же браслет. Но она давно его не видела, поэтому нельзя было утверждать, что девочка обронила украшение в день исчезновения. Вскоре в полицию обратилась 8-летняя девочка. Она рассказала, что 7 июня гуляла в Хейдленд-парке
и видела, как с холма с криками бежала девочка, которая по описанию была похожа на Мэри Энн. Полицейские отнеслись к этой информации скептически, но все же решили тщательно обыскать парк и берег реки Аллигейн. Поскольку территория была довольно большая, к поискам подключились добровольцы. Многие из них пришли со своими собаками. К сожалению, не удалось найти ни Мэри Энн, ни каких-либо зацепок. У полицейских оставалась надежда на то, что девочка могла быть у своего отца или у матери. В первую очередь детективы поговорили с Джозефом. Как только он узнал о пропаже девочки, он тут же направился в дом Рут, чтобы узнать у нее, что произошло. Несмотря на то, что мужчина проживал неподалеку, он не виделся с Мэри Энн почти год, а лишь общался с ней по телефону. Эту информацию он рассказал детективам. Полиция не исключала, что Мэрилин могла похитить свою дочь, но чтобы это выяснить, нужно было разыскать женщину. Она переехала в другой штат 5 лет назад, с дочерью связывалась очень редко и никогда не называла своего адреса и номера телефона. Детективам удалось выяснить, что Мэрилин проживает со своим новым возлюбленным в Чикаго. Были опрошены работники железнодорожных и автобусных станций. Водитель автобуса Greyhound, который вечером 7 июня отправлялся в Чикаго, вспомнил, что в салоне была девочка. Она ехала без сопровождения взрослых. У полиции появилась надежда. Чтобы найти девочку, предстояло выяснить, где именно проживает ее мать. ФБР совместно с полицией Чикаго удалось это сделать 19 июня. Мэрилин теперь носила фамилию Хаган. Она работала официанткой и жила в небольшой арендованной квартире со своим мужем. К сожалению, Мэри Энн с ней не было. Женщина даже не знала о пропаже дочери. После нескольких допросов детективы убедились в том, что Мэрилин не причастна к исчезновению Мэри Энн. Следствие осложнялось тем, что не было определенного места преступления. Детективы знали, что Мэри Энн была в апартаментах Мартиник, но не могли быть уверены в том, что она их покинула. Через месяц после исчезновения Мэри Энн мужчина из Блумфилда был арестован после того, как попытался заманить 3 молодых девушек в свою машину. К счастью, владелец местного ресторана заметил, что происходит, и смог вмешаться до того, как одна из девушек села в машину. Водитель попытался скрыться с места преступления, но владелец ресторана последовал за ним на своей машине. Благодаря ему полиция смогла задержать преступника. Им оказался 57-летний Джеймс Бэббут, который жил в том же доме, что и Рут с сыновьями и Мэри Энн. Детективы подозревали, что он мог быть причастен к исчезновению девочки, поэтому его допросили. Джеймс настаивал, что не имеет никакого отношения и согласился пройти проверку на детекторе лжи. Результаты оказались отрицательными, и к тому же у полиции не было улик, связывающих мужчину с исчезновением Мэри Энн, поэтому его отпустили. Утром 4 июля в полицию позвонила Эвелин Кариата, управляющая пансионом, в котором жил Джозеф, отец Мэри Энн. Женщина сообщила, что мужчина, будучи в состоянии сильного опьянения, поджег матрас в своей комнате. Работники пансиона быстро потушили пылающий матрас, а Джозеф в это время закрылся в ванной комнате и отказывался выходить. Полицейским пришлось выломать дверь, после чего они увезли мужчину в отделение. Многие люди посчитали, что Джозеф пытался покончить с собой, а причиной тому была причастность к исчезновению его дочери. Якобы он испытывал глубокое чувство вины, с которым решил справиться таким способом. После очередного допроса и проверки на детекторе лжи полицейские сняли все подозрения с Джеймса. За пьянство и причиненный ущерб пансионату ему присудили штраф в $25, но денег у него не было, поэтому мужчине предстояло провести 30 дней на общественных работах. За неимением каких-либо зацепок дело Мэри Энн пришлось заморозить. К нему вернулись лишь спустя 29 лет. В 1991 году в полицию обратился мужчина, который утверждал, что стал свидетелем убийства девочки в 1962 году. В то время он сам был ребенком и проживал в районе Питтсбурга. Мужчина сказал, что неоднократно подвергался сексуальному домогательству со стороны священника Пресвитерианской церкви, а также видел, как этот священник убил девочку, которая была похожа на Мэри Энн. Сначала он избил ее, затем нанес ножевые ранения, после чего закопал тело. Мужчина показал место захоронения, но при раскопках не было обнаружено человеческих останков. Тогда полиция разыскала священника, которого обвинили в страшном преступлении. На допросе он все отрицал. Поскольку у полиции не было никаких улик против священника, с него сняли подозрения. Дело снова заморозили. Технически дело Мэри Энн все еще открыто.
Прошло уже 60 лет, но полиция все еще пытается разгадать загадку исчезновения десятилетней девочки. За это время детективы рассмотрели множество различных теорий, которые не подтвердились. Единственное, в чем они уверены, это то, что Мэри Энн не покинула апартаменты Мартиник живой. В 1959 году, то есть за 3 года до исчезновения девочки, Блумфилд всколыхнуло загадочное исчезновение 30-летней Марселлы Кроучи, которая проживала в апартаментах Мартиник. Все ее вещи остались нетронутые, поэтому версию о самостоятельном побеге сразу отбросили. Детективам не удалось найти связь между исчезновением Мэри Энн и Марселлы, но они не исключали, что в обоих случаях виноват один и тот же человек или группа людей. Полиция считает, что Мэри Энн могла быть похищена, причем знакомым человеком. Все, кто знал девочку, говорили, что несмотря на свою открытость и общительность, она была осторожной. Она бы никуда не пошла с незнакомцем, а если бы ее попытались утащить силой, то она бы отбивалась и кричала. К сожалению, полицейские не сразу узнали, что последний раз Мэри Энн видели в апартаментах Мартиник. По словам свидетелей, девочка сходила в магазин, вернулась в дом и больше ее никто не видел. У преступника было достаточно времени, чтобы спрятать следы преступления. Странно, но полиция не осматривала квартиры жильцов дома Мартиник. Они сказали, что у них не было веских оснований для получения ордера на обыск. Все, что они сделали, это опросили жильцов, в частности, ту женщину, к которой приходила Мэри Энн. Она сказала, что девочка принесла продукты и ушла домой. Рут и ее сыновья до последнего верили, что Мэри Энн найдут, и они узнают правду ее исчезновения. Они понимали, что вряд ли она будет живой, но надеялись, что хотя бы преступник будет наказан. Комната Мэри Энн в доме Рут оставалась нетронутой до самой смерти женщины. Отец девочки, Джозеф, не прекращал пьянствовать и дебоширить до самой смерти. А Мэрилин никогда не интересовалась, как продвигаются поиски ее дочери, перестала общаться с сестрой Рут. Вскоре не стало и Мэрилин. Из живых родственников Мэри Энн остался ее сводный брат, который работает в полиции Чикаго.